Привет! Из прошлых уроков вы узнали, какие именно материалы я использую для создания своих картин, что для меня приемлемо, а что нет. Если вы их еще не видели, то ссылку я оставлю здесь, либо в описании к видео. А сегодня мы поговорим о технике. Поехали! Итак, как я уже говорила, я использую только акриловые чернила и воду. Почему вода? Почему не нормальный акриловый медиум? Вода позволяет добиться очень тонких слоев, при этом не добавляя веса картине. Она просто высыхает и все. В то время как любой медиум добавит плотности, мне это не подходит. Но вы должны следить за собственными ощущениями от процесса, для того, чтобы выверить свою собственную идеальную технику рисования, которая подходит именно вам. Что я могу сказать о пропорциях смешивания? Только одно, что все достигается опытным путем. То есть я не смогу вам сказать, сколько конкретно воды нужно на какое количество чернил. Вначале я это делала, я замеряла количество воды и количество чернил. Сейчас это кажется мне уже забавно, но на самом деле эффекта от этого особого не было, потому что когда ты рисуешь, ты смотришь здесь и сейчас, какая плотность тебе нужна, какая насыщенность цвета. То есть вы должны просто взять, сесть, налить небольшое количество воды, капнуть туда пару капель чернил, предварительно их встряхнув обязательно, потому что пигмент оседает, и нанести на бумагу, посмотреть, какой результат, когда краска высохла. Интересно, добавить еще пару капель, снова посмотреть и так далее. Вы должны изучать этот материал, только тогда вы поймете, как с ним работать. Я делаю так, я наношу слой чернил, смотрю, подходит мне это или нет, что выходит. Возможно, я посчитаю, что мне нужно немножко разбавить чернила, то есть уменьшить насыщенность. А где-то я, наоборот, добавляю чернил или еще других оттенков чернил, чтобы добиться нужного мне результата. То есть я сейчас всегда наливаю чернил просто на глаз, то есть примерно в воду. Я ничего не рассчитываю. Кстати, я об этом уже говорила в прошлых уроках, что чернила на бумаге выглядят в высохшем состоянии более жухло, чем на холсте. Просто имейте это в виду, если вам не совсем понравятся цвета, то все-таки нужно попробовать именно на холсте, как это будет работать. Итак, техники нанесения у меня их всего 4. Первое — это по-мокрому. Я полностью смачиваю весь холст водой, потом просто размешиваю чернила и выливаю их. Затем я вращаю холст в различных направлениях, где-то могу помочь себе кистью. То есть просто я наблюдаю, что происходит на холсте, и контролирую этот момент. Затем я дожидаюсь высыхания и могу снова повторить эту процедуру для того, чтобы добиться каких-то плавных переходов. Мой второй способ. Я наношу смесь из чернил на сухой холст, провожу линию, например, если мне нужна линия, а затем я беру влажную кисть Флейтс. Сейчас покажу вам. Давайте представим, что вот этот палец, да, давайте представим, что вот этот палец — это чернила, которые я налила. Я беру влажную кисть Флейтс и просто провожу по краю, еле-еле касаясь. Это позволяет добиться плавного перехода от четкой линии к размытию. Третья техника, в ней вообще нет ничего интересного. Я просто беру чистые чернила и рисую ими поверх холста влажной кистью, как обычно, самое обычное рисование. Я использую это только тогда, когда мне нужно прорисовать какой-то точный объект, но обычно у меня это домики. Так, четвертый способ — это создание эффекта облаков или тумана, который я так обожаю. Что мы делаем? Мы берем чернила и заливаем их любым из двух первых способов, которые я назвала. Затем мы берем бумажное полотенце и просто промокаем эти чернила. Мы убираем излишки, создавая эффект облаков. Все. Как я уже говорила, моя техника очень похожа на технику акварели, поэтому вы можете спокойно порыскать по YouTube и найти там целую кучу интересных для вас видео. А теперь о шатких местах. Если вы нанесли чернила, но они еще не высохли, вы всегда должны держать бумажное полотенце под рукой, для того, чтобы просто нанести бумажное полотенце и убрать этот слой долой с глаз. Я так делаю часто, на самом деле. Еще у меня всегда есть влажная тряпочка из микрофибры. Я протираю ей заднюю поверхность холста и стол от излишней краски, потому что моя техника предполагает, что краска без конца стекает туда-сюда, поэтому это необходимо. Я не люблю грязь на рабочем столе, ну и вообще это мешает. То есть, представляете, вы берете холст для того, чтобы его вращать, а руки все в чернилах. Кстати, о том, как отмыть руки.
Вы идете к раковине, включаете горячую воду и просто мылите ваши руки. Отлично акриловые чернила смываются, впрочем, как и акрил, таким же способом. Если уж совсем печально, то возьмите мочалочку и аккуратненько потрите. Кисти же нельзя ставить под горячую струю ни в коем случае. Вода должна быть максимум теплая, прохладная или теплая. То есть вы также можете помыть их мыльным раствором, но мне обычно это, точнее, мне вообще это не нужно делать, потому что, когда я рисую, я кисть тут же споласкиваю и кладу ее на стол, то есть она у меня всегда чистая. Но все-таки, если она у вас грязная, вы можете помыть ее таким способом. Что касается баночек для смешивания чернил или палитры, вы также включаете горячую воду, мыло и можете воспользоваться жесткой стороной губки, потому что акриловые чернила и акрил, он когда засыхает, он превращается в пленку, а вы просто эту пленочку как бы счищаете таким образом. Никогда не оставляйте ваши кисти в емкости с водой, потому что вы просто убиваете их этим. Это значительно сокращает срок службы. Я сушу картины обычным феном для волос. На самой низкой скорости, на самой высокой температуре. Я плавно вожу по холсту и стараюсь чтобы равномерно высыхал холст. Не забывайте о том, что у вас сверху все еще текучая поверхность, и если вы переборщите, чернила убегут туда, куда вам совсем не нужно. Мне больше нравятся естественные способы высыхания, но когда у меня будет целая своя студия, и я смогу позволить себе работать над несколькими картинами одновременно, тогда мои картины будут сохнуть в естественном состоянии. Но пока у меня такого нет, и у меня всего лишь один единственный стол, приходится работать феном. Будьте аккуратны, потому что если вы переборщите с сушкой в каком-то месте, а в другом будет слишком много жидкости, у вас могут появиться некрасивые пятна и линии, которые испортят вид картины. Я рисую картину 60 на 80 примерно 4,5 часа, и большую часть времени я посвящаю сушке. Это печально, да, но это так. Вот вы и узнали, как я создаю свои абстрактные пейзажи. Как видите, секретов здесь особо никаких нет. Если у вас есть свои какие-то приемчики, напишите о них в комментариях, я с удовольствием почитаю, мне и другим будет полезно. Если вам понравилось это видео, порадуйте меня, поставьте лайк. В следующем видео я поговорю с вами о личной свободе художника и о стиле. Этот вопрос лично меня очень волнует, поэтому до следующего видео. Пока!